на канале Польза.нет. Меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и долгие стримы. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под названием Vivo X100. Да, не X100 Pro, потому что я купил его, как и X100 Pro, сам на распродаже. И мне X100 Pro в количестве 2 штук в разных цветах до сих пор еще не пришли. Так же, как пришел, допустим, а вот iQOO 12 Pro, обзор уже не на него на канале, и такой же тест тоже на канале, он, кстати, пришел. И не пришел iQOO 12 в количестве 2 штук. Вот такая вот магия. Не забудьте подписаться на этот канал. Что мы сейчас делаем и что мы вообще всегда делаем. Я покупаю смартфоны. После этого, когда они мне приходят, я их распаковываю, делаю полноценный обзор, но перед ним я делаю два обзора. Один — это тест в PUBG с внутрисетевым FPS счетчиком. Плюс, разумеется, до этого какие-то тесты прогоняю, чтобы вам что-то там рассказать. И второй момент, что я делаю, это обзор одним кадром, когда я хожу со смартфоном и рассказываю в камеру, в основной модуль, все, что о нем, в принципе, узнал за то время, что я им пользовался. Но, как вы понимаете, когда я недавно уже мучил Vivo Y или Y100, то, Нил, привет, то, по большому счету, сейчас ничего сложного, потому что операционка такая же. Не забудьте подписаться на этот на этот YouTube канал, на основной YouTube канал Польза.нет. Нас там 425 тысяч человек, если вы сегодня смотрите. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. На основном канале 5 Mi Band 8 серии каждый месяц разыгрывается. Правда, все время с задержкой, но разыгрываются. И помимо этого попытаюсь на основном канале еще разыграть iPhone 15. Но там уж как пойдет, как говорится. Если говорить про смартфон, возвращаясь к нашим вопросам. 9320 здесь Dimensity, притом такой же процессор стоит в X100 Pro. И понятно, что вы можете сказать, что в X100 Pro есть еще беспроводная зарядка, здесь ее нет, но здесь зарядка проводная на 120 Вт и поменьше аккумулятор. А в X100 Pro зарядка на 100 Вт. Вот, и это дело заряжается у меня до сотки за 34 минуты. По поводу остальных характеристик, 8К он не снимает, он снимает максимум на основной модуль 4К 60 FPS, на фронтальный 1080p 60 FPS. Вот сейчас я перейду с вами в игровой процесс, и мы с вами пройдемся, стримим мы в 1080p, по характеристикам по чуть-чуть. То есть, чтобы вы увидели, вот он Vivo, благополучно CP 9320, технология техпроцесс 4 нанометра, ничего нового. Если говорить про экран, здесь плотность пикселей прям космос. 453 ppi, это почти флагманская. Вообще технически это флагманская, нечего выделываться. Если говорить про камеру, вы видите AMX 860 у основного модуля на 50 мегапикселей. И по большому счету фронталка у нас на 8 мегапикселей с максимальным разрешением 32 мегапикселя. По остальным характеристикам вы сами можете пробежаться, кому надо на паузу поставите. Если говорить про Antutu, я не буду заходить, потому что он может вылететь. Игровой тест, давайте я вам покажу по возможностям. Он, кстати, уже начал греться. Про яркость, автоблокировка 10 минут, герцовка здесь. Давайте-ка мы разрешение экрана выставим. Ну что, мы вылетели с трансляции, не знаю в какой момент, но какие-то смартфоны не вылетают, вот этот, получается, вылетает. Перехожу в игровой процесс, буду клеить тогда обзор, это не критично. Главное, чтобы он в игре не вылетал. Но довольно странно, но странно, понятно, все бывает, так сказать. Хотя хотелось бы, чтобы этого не происходило. Пишем как микрофоны, как все остальное. Если у кого-то какие-то вопросы, проблемы, предложения, заявления. Насмотрелись, Роман уже в сети. Обновите. И можно выключать звук. Понеслась. Я притом выставляю сквад, хотя у меня сквада, скорее всего, не будет. И это хорошо, потому что быстро находится матч. Все, запоминаем 98% и секундомер. Секундомер.
начнем. Из интересного, разумеется, в этом секундомере то, что я еще взял, разумеется, температуру измерять ему, потому что он уже, по-моему, согрелся. 30... Нет, тыльная часть 30, точнее лицевая часть 36, тыльная 33. Яркость пока вроде не сбросил. Если он сбросит до 800 люксов, хорошо. Если сбросит ниже, то это будет плохо. Но будем, как говорится, наблюдать. Для этого мы сегодня и собрались здесь. Напоминаю, что микрофоны работают его родные. Картинку вы видите, как он стримит сам, без помощи кого-то там. И все. FPS, опа! Вот это вот интересные дела. Вы видите? То же, что вижу я. Я же выставил графику на 90. Ха! Прикиньте. Вот так вот он не хочет. Ну ладно, тогда пусть будет 90 FPS, но графика попроще. Вообще подло. Вот он смарт за очень-очень много денег. Ха-ха-ха. Дизастер. Привет. Тебя рано или поздно поймают и объявят, что ты чувства верующих оскорбляешь, потому что единственный, кто может говорить «отец мой», это мой сын Нил. Ну ладно, еще Марк. Но он пока еще не говорит «отец мой». Хотя мы все надеемся, что он начнет болтать. Так, Биолаб. И дроп есть. В Биолаб полетим. А картиночка плавная. Но опять же, вон 90 FPS. Видите? Опять же, почему? Потому что он сказал: друг, ты меня прости, но никакой высокой графики ты не получишь. Ты получишь просто 90 FPS. Храпимбул, привет. Да, еще раз советую, кто смотрит это все в записи, подпишитесь на Twitch. Если у вас ко мне какие-то вопросы, видите, в онлайне у нас сегодня вообще 3 человека. Обычно 8, потому что из этих 3 один это я. Вот, и... Или я не знаю, как он засчитывает. Мне кажется, он меня тоже засчитывает. Должен. Так, все. Опа. Опа. Серьезно, что ли? Уже? Как он быстро-то меня снял. Я думал, все это шутки. Шутки у Мишутки. Ладно, будем смотреть, где зона. И я думаю, в Canal тогда спрыгиваю. Ох ты, не. В Canal я точно спрыгивать не буду. В Барде тогда. Чтобы еще недалеко было до какого-нибудь адекватного города. Как у кого день прошел? Ну, понятно, еще не прошел. Сегодня на основном канале Vivo Y100. И все есть. Вроде все есть. Друзей нет, главное. Опа. У меня было ощущение, что я там видел кого-то. Ну что ж такое? Ну я же так красиво стрелял. Да. Это было очень быстро и неприятно. И позорно. Потому что я единственный был вынесен. Ну ладно, я хотя бы попытался. Надо было дальше выпрыгивать. Дроп в катке, где ты не в скваде, а играешь в скваде, дизастер, да. Но он сейчас быстро найдет. Ничего критичного. В этих случаях он находит все быстро. Подбор матча, матч найден, видите? А почему-то долго дизастер не мог зайти, трансляция висла. Ну, у меня трансляция хорошо показывает, это, не знаю. Ну, вот первый запуск был плохой, а сейчас уже норм. Так, как-то о них вообще не похоже, что у меня какие-то боты здесь бегают. Все прям заряженные капитально.
Может быть, мне так кажется. 40 секунд. Бедный человек, который только в, получается, октябре выиграл Mi Band, но из Беларуси только получил Mi Band. Очень долго шел. Я вообще думал, не дойдет и придется еще раз заказывать. Саня, тебе выспаться надо. Почему? Ну да, нет, что-то как-то клинит чуть-чуть. Да, да. Да нет, у меня был нервяк, потому что мне надо было закрывать визу сегодня. И вообще у меня неделю как надо было закрывать визу. Я просыпался каждый раз, ну, в 5 ложился, в 9 утра просыпался и на нервике спал, потому что алгоритм мне пока был не совсем ясен. Вот сегодня я закрыл визу, мне объяснили, что делать дальше. Я лечу во Вьетнам на недельку. Вы увидите там прилично контента. Но я не могу ложиться спать. Вот сейчас я стрим закончу и потом поеду катать, снимать подсъем на X100 Vivo. Никуда я не загонял, это как это называется? Даже не так получилось, ну да, надо чуть-чуть больше. Бега, спорт. Я говорю, когда спортом занимаюсь, я лично туплю. Когда я начинаю бегать, я туплю. Хотя это меня не оправдывает. Иногда. Вот. Скоро еще сын прилетит. И один, и второй. И бывшая супруга. И будет у меня 3 недели морального отдыха. Всякие. Хотя там тоже смартфоны прилетят. Прилетят смартфоны. И не только. Вот. Все про контент. Так, и да, мы прям у границы. Это очень круто. Это прям очень круто и хорошо, и позитивно. Так, вот это вот лучше взять. Сколько у меня детей? 2 пацана. 2 с лишним года и почти 3. Ну, через, получается, 3 месяца будет 3. И одному 10. Больше нет. И не будет. Ну, не предвидится. Насчет не будет еще не... Все бывает, так сказать. Но в планах не имею больше. Так, а что там я видел? Вот у меня такое ощущение, что я видел там какую-то прелесть, а не гадость. А я ее не взял. То ли минька, то ли... А, вот она, альфа. И что тут такое было? Да, ну это бот. Мне так кажется. Но не факт. Скорее всего, бот. Надо по луту смотреть. Хотя, опять же, может быть, просто человек только начинает. Что здорово, что пока не планирую больше. Обзор обзорами, отдыхать надо. Ну, фраза тоже отдыхать. Это же мой канал, мои ТГ, мое комьюнити. Это знаете, как я выделываюсь, я социален. Но если посмотреть, какое количество тысяч сообщений я читаю в день, сколько я читаю, я общаюсь с людьми, какая-то у меня такая социальность больше понторезная. Здорово, что есть двое. Ну да, братва, одинаково с ларца. Классные они. Лучше, чем я в разы. Молодцы. Самое лучшее всегда в детях от жен. Вот. Так, и вроде все. Вроде мы упакованы. Мотоцикл есть. На дропы лучше не кататься. Дети лучше должны. Они ничего никому не должны. Они сами по себе имеют сейчас пока качество, да, лучше, чем у меня.
То есть умнее, быстрее, лучше собирает информацию, крепче, лучше здоровье. Много всяких штук, почему лучше. Вот. А должны они только себе. Нам они ничего не должны. Это теология больше, но она принципиальна, во всяком случае, для меня. Храм Пимбул. По возможности, да, если им что-то дали, хорошо бы было, если бы они это развивали. Опять, что такое лучше, что такое хуже. Жизнь покажет. Надеюсь, что, конечно же, их жизнь будет проще за счет навыков лучших. Так. О, ничего ж себе, как много дропов. Человечков. Аж 3 сразу вынесли. Опа. Серьезно? Ну вот невероятно, если я его не сниму. Опа. Да серьезно, как так? Я в него столько вынес. Вообще. Ну, у меня, кстати, сейчас залипал сенсор из-за того, что вот сейчас реально это косяк был сенсора непривычно. На нижней грани, получается, мизинец немного цеплялся. Вот. И опять же, такое себе оправдание, но факт остается фактом. Если не работал сенсор, когда я стрелял. Ну, заметьте, я не проявил слабость, не начал аптечку использовать, ничего. Надо было единственное выглядывать вместо того, чтобы отдвигаться и стрелять начать раньше. Но я говорю, я пытался начать, у меня не работало ничего. Так. Здесь хоть какой-то лут да будет в 4 зданиях, если здесь никого нет. Если кто-то есть, то тогда мне и так кирдык. Но мы уже будем в зоне. Опа. Там кто-то бежит. Вижу. Тихо. Привет, Глеб. Да какой здесь ген 3? Здесь 93.2.0. Ну что, кто кого пересидит? Или вообще нет брони? А, нет, есть, нет, нету. Никакой брони. О, хоть какая-то каска. Так. Тихо. Пока не вижу никого. Опа! А он меня видит. Вижу, вижу, вижу.
О, хорошо зашел ко мне, да? Да что ж такое? Это вот чисто управление. Так, шлем есть, энергетиков никаких. До зоны, как до Китая. Сейчас буду как на ладони. Как на ладони, как чувак, которого можно выносить вообще со всего. Притом никаких транспортных средств здесь не видно. Ладно. У меня всего 24 секунды. Я про Вива, понятно. Если я здесь не найду никаких хилов или энергетиков, мне хана без всяких зарубов и стрельб. Нету. 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 Только бронь. Минута 19, получается, зона сужается, нет? Уже или нет еще? Нет, нету ничего. О, хил есть хоть какой-то. Раз. Два. Три. Побежал. Все. Энергетиков нет. Я не думаю, что я добегу до зоны. Если я сейчас не встречу никакого транспорта. Живых много. Но все бывает, как говорится. Всем привет! Интересно посмотреть, как Pro-версия себя... Так она такая же. Ты же понимаешь, что Pro-версия точно такая же по процессору. То есть говорить, что она какая-то другая, если она точно такая же, довольно странно. О, дроп. К дропу можно и погнать. Там будет много людей. И я быстро О, вижу типа. Вижу типа. Еду к нему. Тем более один. Блин, опять не получилось. Опять не фартануло. Вот сейчас, даже вот сейчас я нажимаю на управление, тач не срабатывает. Вот такая вот магия. Может, он меня добавит к этим, к френдам своим. Мы продолжим заруб. Ну ладно. Пока не продолжили. Где типок? Нет типа. Добить меня решили. Ладно. В этом-то да и смысл, что ради чего покупать X100 Pro, когда X100 такой же. И все. Греется, но мне кажется, еще не сбросил яркость. Сейчас проверим. Нет ощущения, что он сбросил. Как дизастер у тебя день проходит? Дотрис. Я тоже не знал, но вы заметите, по-моему, на YouTube даже нету обзоров на X100. Хотя он значительно дешевле, ну и по логике его брать разумнее. Из-за чего? Из беспроводной зарядки брать на сколько там? Ну реально он дороже прям значительно. X100 Pro Plus. Не, основной модуль там разный. Процессор один и тот же.
Опять же, не факт, что X100 Pro будет лучше. Но сейчас микро менее чувствительным сделаю. Много шумит? Шумит? Так лучше? 7-й день работы уже. А зарплата от этого больше будет? Вы заметите, как FPS просела. Такая магия электронов. А яркость нет. На 50 люксов, то есть считайте, вообще не сбросил. На 5% это ни о чем. Зарплата больше. Ну и все. Радуйся. Почему нарушает? Может, у них там сделка? Оплата по договору, почему нет? Вот, у меня серая зарплата. Ну, серая зарплата это тоже нарушение. Ну, учитывая, какие у нас налоги, я не осуждаю. Вообще ни за что не осуждаю. Хотя призываю всех жить в правовом поле. Глеб, а у кого она белая? С другой стороны, вот, допустим, пока госуслуг не было, даже вот эта вот вся тема налогами на сдачу недвижки, ну это такой головняк. Сейчас, да, сейчас просто там 2 клика утрированно и все. Но им проще самим работу выполнять иногда, потому что несовершенство, я говорю, если посмотреть всякие обращения именно коммерсов по поводу вопросов к понятно кому, то там ну, реально там утрированно. Тебе платить должны 200, а в итоге платят 100, потому что все остальное налоги. А тебе кажется, что почему так мало? Нереально все эти отчисления в пенсионные фонды и все остальное. Опять же, как-то надо выворачиваться, но людей никто не заставляет работать по сделке, правильно? У людей, ну, ладно. Иногда варианты, что какая-нибудь контора разорится в каком-нибудь там маленьком городе. Опа. 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 Отряд уничтожен. Мой или его? Интересно, чей отряд был уничтожен? Ладно. Это все не принципиально, потому что сейчас сюда может прийти его друзья. О! Ух ты, ё, вот сейчас вот четко. Четко. Опять нажал и не отработало. Нет, с 2 миниками это прям бот-бот. Либо ему прям так не фартило.
Ну, с другой стороны, если они могут официально платить больше, почему не платить больше? Сформулирую еще раз. Нет, давайте мы не будем это обсуждать, пожалуйста. Никаких вопросов с оплатой налогов, где лучше и вот это все остальное. Потому что люди, которые жили в других странах, они могут оценить. Люди, которые не жили, им удобнее рассуждать из разряда телевизора. Или, того, как удобно. И так, как надо кому-то. Вот. И не будем. Хорошо там, где нас нет. Вне территории Российской Федерации тоже хватает различных стран, в которых доходы у людей не белые, а серые, и не платят они налоги и страховые взносы. И все. Там я в погрузке вагонов был. Какие там страховые взносы каждый день, какая-нибудь травма у кого-нибудь? Никому это не надо. Человек поработал, не нравится, там, уехал и все. Работодатель платит. Технически просто это из твоей зарплаты все выходит, просто ты ее не видишь. Ты видишь эти 13%. Не будем об этом, я говорю. Кому надо, кто хочет узнать, сколько у него исчисляется из ЗП налогов. Я плачу налоги. Вот. Я не знаю, как, с семьей. У меня пацаны здесь будут. Бухгалтеры вошли в чат, Саня сказал не надо. Не надо. Бухгалтеры вышли из чата, не надо, да. Ну а у кого от этого лучше настроение? Я же все понимаю, и ты все понимаешь. И те, кто умеют считать, они считают. Кому нечего считать, тот не считает. И все. Но люди, которые, конечно, зарабатывали вот эти вот блиновские всякие миллиарды. Почему здесь есть елки? Я ж фотки делаю, везде елки. Вот. Люди, которые зарабатывали миллиарды, вот из-за, не знаю, желания не платить налоги, учитывая, что у нас, мне кажется, вот для богатых людей самая лояльная шкала налогов, какая только есть. Они, конечно, умиляют. Но управляющие фонды бы сделали. Вот. В каком-то смысле диву даешься. Я не знаю пока, пойдем мы куда-то или нет. О! Копа. Да что ж такое? Как так могло произойти вообще? Чувак спрыгнул с грозой и все. И меня нету. Я пока не планирую. Будет день, будет пища. И убежал. И все. Ладно, давайте еще раз. Я могу дропнуться. Мы, как обычно, будем дома с женой и родственниками. Я повторяюсь, у меня, наверное, плохо в этом смысле. У меня нет культуры. Праздники, не праздники. О, папа. Вот так вот не стоило делать. Все.
Все, все, все. Ага. Их перестрелки уже. Постараюсь отметить с семейством. Вакуум, да, кум больше, она сама по себе толще прошка. Глеб решил посмотреть. Но ты же понимаешь, что самое главное, что здесь экран и процессор, они одни и те же. А насчет того, где сенсор лучше реализован, можно еще поспорить, разумеется. Все. Финал. Но уже не последний. Ран, конечно, еще подпортил себя. Ничего страшного. Не критично, я бы сказал. Можно по общим вопросам каким-то пообсуждать не в плане политики, а в плане экономики общемировой. Я вам могу сказать, что вот то, что я вижу, ну, у людей становится в принципе по всему миру меньше денег, потому что идет отходняк после ковида. Понятно, что вы сейчас скажете, что причины могут быть еще миллиард их. Но, во-первых, это отходняк от ковида, печатный станок без остановки у всех работал. И вторая причина, конечно же, риски. То есть у кого что-то есть, старается любыми способами это дело спрятать. Поэтому и золото растет. Угу. Именно дизастер. Алгоритмы одни и те же, я не думаю, что X100 хуже, чем X100 Pro, и это можно будет увидеть. Хотя в каких-нибудь особых условиях особенно ночных, допускаю, что можно будет. И в итоге прошка чуть-чуть лучше ночью фотографировать. Ну, по цифрам так и должно быть. То, что я видел у камер, по мне, смарт очень сильно рисует вообще все. Ох ты, ёшки-гагошки. Полечу-ка я куда-нибудь отсюда подальше. И там дроп был уже. Да что ж такое? Я бы не успел. Все расскажет одним кадром. Да, и еще надо написать, и нечего полный обзор смотреть у него. Нет, ну смысл обсуждать и сравнивать, когда у меня на руках только один девайс, правильно? Я купил и то, и другое, но отправили сначала, видите, X100, а потом X100 Pro, один и второй. Если сложно от политики отдельно обсуждать, то тогда не будем лучше. О мертвых либо не говорят. Ну, сейчас технически политики-то и нет.
Ну, как бы, любой тебе скажет. Когда нет дипломатии, происходит то, что сейчас происходит. Сейчас дипломатии нет, политики никакой нет. Ни у кого, в принципе. Сейчас все меряются силами. Поэтому обсуждать и нечего. Так, и это грамотно на границе. Еще бы найти бы X4. Вообще шикардос. Сумки только нет. Во, все, понеслась. Сейчас можно даже попытаться что-то сообразить. Так, и потом обязательно нужно полный обзор смотреть и ставить лайки. Да. Но это редко происходит. Да ладно, пусть лайф растет. Я говорю, я не знаю, я ощутил, что я блогер, когда у меня было уже... Когда у меня было 30 тысяч подписчиков на основном канале, я подумал, я уже блогер. Вот серьезно. А второй, ну вот второй сейчас, на котором вы смотрите, технически это тоже канал. То есть тоже просмотры есть там. Не 100 просмотров же на ролик, правильно? На обзорах одним кадром вообще просмотров хорошо. Так, и здесь с складами еще побегут. Я как раз на их пути, да? Надо лутаться там и бежать к... Не, наверное, не буду. Я что-то посмотрел, как народ реагирует на интро, и пришел к выводу, что народ прав. Для этого же я и спрашивал, стоит ли. Люди технически сказали нет. Вы заметьте, какой лут вообще лютейший просто. Лютейший. Ух ты, ёшки. Так, там зарубы какие-то лютые. Надо на крышу ползти. И оттуда оценивать обстановку. Ну, как стандартно оно и должно было быть. Я же на границе. Границы, они должны зарубаться. Вот оттуда должны те, кто выжили, бежать. Мне надо взять, наверное, все-таки тачку. Не выдерживаться. Ублокогрин. Ничего не понял. Ничего себе, у меня реклама в ролике в Твиче. У меня вообще нету рекламы в Твиче. Ну, может быть, это он расставляет сам. Я ж популярный, целых 7 человек в онлайне. Ну, куда ж деться? Я уже забыл, что такое реклама. Да. YouTube хорошо подкосил блогеров, но с одной стороны, с другой стороны, не хотел писать на английском. С другой стороны, очень хорошо отнесся к зрителям. Никакой Google Premium никому не нужен. О, это дроп или вертолет какой-то летит куда-то. Убито 0. Это как? А, это у меня убито 0, все правильно. Я думал, еще никто вообще не зарубился на карте. Занял высоту. К хорошему быстро привыкаешь, однозначно. Ну, для кого-то это плохо. Я говорю, допустим, ну, честно, у меня была монетизация $6000. 6.
траты больше. Все равно было норм. Сейчас только 1200, я их не выводил уже чертову тучу месяцев с того момента, как за все стали лепить иноагенты, потому что это будет вообще лютейшим сюром, когда я просто играю в PUBG в Твиче с онлайном в 6 человек, и мне лупанут иноагента, потому что на YouTube я вывел какую-то сумму. Пусть копится. Странно, что их вообще не отменили монетизацию. И, ну, опять же, возвращаясь, допустим, к моим баранам, хочу отметить, что... Так, может поехать? Вот ваши ставки, ехать туда или нет? Или в топку? Я, наверное, ну, я не успею доехать. Никак. Физически невозможно мне туда успеть доехать. Хотя можно попытаться. В конце концов, я на тачке, правильно. С другой стороны, а зачем мне, если у меня уже третье всего? Я могу единственное подъехать, чтобы посмотреть. Опа. О. Кто-то остановился, чтобы расстреливать кого-то. Так. Не-не-не, это не про меня. Я точно должен отъехать. Потому что у меня благополучно нет сквада. У вас он есть. О! Отлично. О, папа. Ну и пошли вы в топку. Я так не играю. Но колесо одно я проколол им. Что это была за граната, что ли? Откуда такая красная штука? Очень странные дела. Ладно. 30 уже живых. Пусть разбираются сами. Потому что побоялись, что разбегутся и перестанут приносить просмотры. Ну, я вообще не знаю, если честно, почему. Ну, опять же, у нас не какая-то там страна третьего мира. Давайте объективно, что и потребление высокое, и уровень как бы покрытия интернетом тоже высокий. Выкинуть 140 миллионов человек без копилки. Это, конечно, не миллиард китайцев, у которого нет Ютьюба, кстати. Но это еще один гвоздь в крышку глобализации. И, о, ничего ж себе. Это машинка. Это байк. Белые китайцы. Тихо. Ух ты, ёшка. Да ладно. Вот это я просто отменный долбоящер. Китай свои ютьюба, да. Что им, к слову, вообще никак не мешает. И YouTube они также смотрят. Ну что, поднимет он меня, нет? Серьезно? Не нужен ему как компания, видите? Ну что, еще одну катку? Да. Ну, мне еще жирный был, получается, лут третьего уровня, все. Позорно, конечно, спрыгнул.
Нет, канал ни разу не пытались отжать. Ботов только в телегу закидывали. Нет, это Телеграм. Телеграм пытались, ну, мне кажется, пытались отжать, типа, добавь администратора, вот это вот все дела. Помощи, т.д. и т.п. Мне проще не выкладывать ничего. Чтобы отжать канал, надо стать админом. Можно его дропнуть, но опять же, у меня там нет ни фрода, ни... ну, то есть мне не за что там долбить. И единственное, как они могут задолбить, это закинуть больше 10% ботов и коллективно начать подавать жалобы, пока YouTube не ограничит. Но, опять же, там быстрее обычно происходит. Вот, допустим, в этот раз они попытались накидали 2000 ботов, и уже 400 ботов им сам YouTube забанил. То есть это не так просто. Когда у тебя 10-тысячный канал, да, его относительно просто можно вальнуть. А когда у тебя канал 100 тысяч, нет. Тем более, когда у тебя там нет ничего... незаконного. Не понял, нельзя дропать канал. Нет, дропнуть можно, но когда там что-то нелегальное. А когда у тебя все легально, из чего там можно дропнуть-то его? Кто это может быть? Я знаю, кто это. Ну, вы понимаете, сколько обиженных... Я вообще, если честно, не понимаю эту тему. Я блогер, абсолютно без... Ну, вот, ладно, там кто-то говорит, я там крутой, еще что-то. Но я-то говорю, что я абсолютно асоциальная личность. Ох ты, ёшки-кошки. Ну, ладно. Вот, и у меня без претензий. То есть я никто, и звать меня никак. Не приходи, меня не смотри. Вот эти попытки разборок с межличностными отношениями какими-то. У меня не может быть личностных отношений, межличностных. Я рассказывал о железе. А YouTube это вообще как бы вариант. Да я не думаю об этом, зачем? Ну что за смех? Ну, я скажу так, что многие говорят типа мелочи. Но, во-первых, это скорее всего было на каком-то форуме. Потому что ливануло 16... Там, короче, был средний просмотр выше. То есть на каком-то форуме попросили, скорее всего, подписаться и потом вальнуть. У меня уже такое было пару раз. И, по сути, ничего не получилось. И все. То есть, возможно, это даже не боты. Но очень похожи на ботов были. Неважно. Я говорю, ну как дропнут, значит дропнут. И ко всему надо спокойно относиться. То есть вероятность того, что дропнут, ну маленькая, я бы сказал, что минимальная. Если я не начну рефлексировать. Как у меня один раз было, что я рефлексировал, когда я название канала поменял. И человек этим воспользовался, но спасибо ему огромное за это. Это стандартный развод. Он его хотел проучить одного из моих администраторов. Научил и обучил в итоге меня. Я канал бы не потерял, но название канала пришлось бы менять. Вот. И хорошо, что не пришлось. Способов много существует, но это так же, как хакерские темы. Чтобы что-то там взломать, обычно они используют человеческий фактор. Без человеческого фактора, особенно телегу, вы думаете, какие-нибудь провластные каналы, любой из власти, кстати, в телеге бы народ не валил бы, если бы была возможность просто это сделать? Нет. Ну, валили бы так же, как YouTube. Допустим, кто-то не отвечает позиции YouTube, именно политическая, а у YouTube есть политическая позиция. У них столько позиций всяких, начиная от того, что, я не знаю, мне кажется, незаконно говорить, что гендера только 2. Я не уверен, сколько гендеров, по мнению YouTube, поэтому мне все равно. Я предполагаю, сейчас еще жалобно кидают. Сюр вообще лютейший. Технически, если... как большинство говорит, мне не все равно. То есть я надеюсь, что мне ничего не вальнут, что я спокойненько буду также существовать на своих, не знаю, 3 миллионах просмотров, там суммарно, может быть, чуть-чуть больше. Ух ты, ёшки, как я чуть не подставился, да? Патронов-то у меня нету.
там шел еще какой-то тип. А патронов у меня Йокс. Ёшки. Есть. Он не берет у них патронов. Ага, я теперь понял, почему он их не берет. У меня места нет. Я думал, почему он не берет их. Когда говоришь правду, фиг с ними, мы с тобой адекватно состоимся, перейдем на новый канал. Да, я вообще не... Ну, как бы я паникую стабильно, то есть это мое второе я паника. Но я считаю, что меня это очень часто обезопасивает, и когда-нибудь я расскажу истории по поводу всего, что в моей жизни происходило. И каждый раз мне все говорили: вообще расслабься, не беспокоился. А я говорил: будет же. И она приходила. И я бы был рад, если бы она не приходила, потому что при любых раскладах я что-то теряю. То есть, ну вот, допустим, сейчас я, как вам и говорил, у меня была монетизация при меньших просмотрах в 2 раза $6000. То есть я бы был вообще прям в шоколаде. А сейчас у меня монетизация $1000, которую я еще и не вывожу. Вот. И перспективы были, еще что-то было. Сейчас нет ничего, все. То есть сейчас перспективы только каждый день просыпаешься: о, YouTube не закрыли для русских, хорошо. То есть я не утрирую, я прям рад, что пока еще не выпилили полностью. Из гражданства не собираюсь никакой менять нигде. И это будет мой трындец, если так произойдет, конечно. Что нас выпилят как отовсюду. Но если за 2 года не выпилили, точнее не за 2 года, а за сколько? За 9 лет. То я думаю, сейчас не выпилят. Опа. Там какие-то темы у нас. Зарубы. Не очень далеко, но и не особо близко. Мне кажется, что зарубы были в поле. Хотя, может быть, и в зданиях. Ну, главное, их не вижу. Нет, я говорю, вы говорите через VPN. Я думаю, что вообще, ну, как бы кукушка-то неизвестно, насколько у них глубоко убита. Они же могут и просто вальнуть, не знаю, там, русский язык выпилить весь из YouTube. И мне сложно представить, потому что я, как и вы, наблюдаю очень много непонятных решений. И даже с выпиливанием личности из Ютуба, ну вот как я бы к ним плохо не относился, что там все... Ну все же продажные, то есть одни одним продаются, другие другим. И выпиливать личность в целом просто из сети, хотя опять же она ангажируется как сеть для всех. Любую позицию ты можешь, ну хорошо, не считаешь эту позицию антигуманной, ну, вырезай ее полностью, не знаю, там 500 предупреждений, но не полностью выпиливать. То есть ты когда полностью выпиливаешь, ты как раз показываешь, что вполне возможно, может быть, ты и не прав. Но это в моем понимании. Может быть, я где-то не прав. Очень странно, что я поддерживаю каких-то людей, которых я за людей-то не считаю. Это не с точки зрения того, что меня там выпилят с YouTube, а с точки зрения того, что ты уже ко всему этому сюру относишься из разряда «возможно все» и все. И скорее Twitch уходит, не приносит прибыль. Я не верю. Twitch не приносит прибыль? Ну, на Бусти у меня подписано... Ну, перестаньте вы. Я не тот... Во-первых, не тот масштаб личности даже рядом не валялся вообще. И никогда не буду я тем масштабом личности. И плюс, я не думаю, что вот конкретно меня там за что-то где-то выпилят. Потому что у меня нет мнения, нет религии, ну, она какая-то у кого-то есть, я их все уважаю, это т.д. и т.п. Нет политических взглядов.
для масс. Потому что я техноблогер. Какие взгляды? А то, что у меня есть там, не знаю, взгляды о том, что нужно не пить, не курить, наркотики не употреблять, разве это плохой взгляд? Мне не кажется, что за это будут выпиливать. Но могу это и не говорить, в принципе. Меня интересуют железки. А насчет брендов, у них кишка тонка слишком, чтобы валить YouTube только за то, что что-то там кто-то где-то критикует. Может быть, конечно, и до этого маразма дойдет. Но, допустим, в том же ВК или еще где-то, конечно, они могли бы это сделать. А Тьюб не такие. Ну, я говорю, я очень много историй знаю, где блогеров. Почему у меня ВК я закрыл вообще полностью? Они же мне написывают, и в Рутюбе я ничего не гружу даже. Ну, черт с ним, что он тормознутый, но люди-то есть там. Потому что в топку. Ну, то есть, там до такой степени непонятно у них отношение к контенту. То есть, если ты делаешь контент, это абсолютно платформа не заинтересована в тебе вообще никак. Опа. Опа. Типы уже убежали. Все. Какие-то... А, это он на этих... На стенах. Не надо вот этих вот всяких... Я все религии уважаю, во всех них есть хорошие... Ну, тоже интересно, есть легальные религии, есть нелегальные. Все легальные религии уважаю, а нелегальные не уважаю. Какие бы там ни были сегодня, легальные или нелегальные, правильные или неправильные. Да я уже понял, дизастер. Верить хорошо, не верить плохо. Неважно во что, в справедливость, в карму, каких-то богов, бога одного, я не знаю, сколько их там, у кого как. У индусов много. Если индусов много и богов у них много, то значит их самое правильное. Ну, я говорю, это можно долго и упорно рассуждать. Я не знаю, я очень надеюсь, что человечество когда-нибудь будет одной большой, огромной просто страной на планете или на нескольких планетах. Будут говорить все на одном языке, у всех будет право голоса, будут выбирать себе правительство в различных частях галактики. И будет круто. О! Да как так? Вот сейчас чистой воды не работал сенсор опять. В топку его. Девять живых. Ну и ладно, потому что мы отыграли ровно 59 минут, и мы молодцы. Притом в сквадах. Ну что, посидели вообще очень душевно. Было бы неплохо, если сами друг друга не будем. Не будем о грустном, не будем о веселом, будем о хорошем. Хорошее то, что смартфон отличный. 5 секунд. Я сейчас зайду в игровой процесс еще на 5 секунд. Потому что я до такой степени увлекся игрой, что мне кажется, что яркость у нас все-таки просела. Да, просела до 700 люксов. Я не заметил как. Почему? Потому что 700 люксов очень-очень комфортная яркость. Опять же, это мое субъективное мнение. Повторяю, что те, кто не смотрят, во-первых, вот эти вот штучки вокруг я не выбираю, во-вторых, стримлю я с самого смартфона, микрофон из самого смартфона каждый раз. Все, кто пришли, огромное спасибо. Не забудьте подписаться на этот канал с колоколом. Написать в комментах, что еще купить на обзор. Приходите на стримы. Вот видите, у нас там, спойлерю, по 10-8 человек в онлайне. Общаемся по-всякому. Насчет горячей, да, горячие рамки чуть-чуть. Но они как-то прям не сильно горячие. Я вам скажу, что вообще смарт довольно прохладный. 40 градусов, 39,8 с стороны. Подожди 5 секунд. И тыльная часть
Нет, вообще огонь. 36,7. Кто бы мог подумать, да? Огонь. Вот она, селфи-стик, на которой я обзор одним кадром делаю. Обязательно их смотрите. Почему? Потому что можно таким образом определить, насколько хороший смартфон в съемке. Всем добра. Сколько он съел, кстати, мы чуть не забыли. Легло из-за меня. Это я виноват. 64% сейчас, и это значит, что из 98 я нечаянно его закрыл, этот стрим. Получается много очень. Получается 34% он за час съел. 34. Очень много. Так вот, не забудьте подписаться на этот канал, на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Глеб, Стык, Храпимбул. Огромное спасибо, что все пришли. Вот. 34%. Вау. Вот они, одни и те же условия. То есть, когда ты понимаешь, что, там, не знаю, ты предел видел 28, а этот вроде не разогрелся, и яркость почти не сбросил, и настройки он под себя подмял, у PUBG ничего там космического, а съел 34%. Пам-пам. Всем добра. Вот игровой процесс давайте я включу, чтобы вы увидели. Вот в правом верхнем углу, видите, уже 63. Приходите в следующий раз на Realme C65, но я думаю, это будет либо не скоро, либо не скоро. Почему? Я, может быть, буду во Вьетнаме стримить, я там на неделю. Может быть, нет, но на телегу мою личную обязательно подпишитесь, там будет много фоток разных и видео. Добра и удачи вам, дорогие друзья!